привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы находимся с вами, где Раздольненский рисовый канал заканчивается. Ну, конечно же, мы начнем видео с того места, где закончили в прошлый раз, на насосной станции 354. По Раздольненскому каналу сюда приедем и посмотрим, что у нас дальше, когда он заканчивается и куда расходятся ветви. Конечно, не забывайте подписываться на мой канал, друзья, потому что будет много чего интересного из Крыма. В прошлом видео мы были на Раздольненском рисовом канале, а он начинается от севера Крымского канала. На протяжении этого канала встречается интересное сооружение, такое как акведук. На протяжении Раздольненского рисового канала встречаются гидросооружения, которые направляют Днепровскую воду в нужный канал при помощи открытия шлюзов, и вода эта вся практически растекается самотеком. В прошлых видео мы добрались до насосной станции 354, где берет свое начало соединительный канал, по которому пустили уже Днепровскую воду. А теперь мы проедемся по Раздольненскому рисовому каналу и посмотрим, где он все-таки заканчивается и что там начинается дальше. Ну и прошлые видео, которые мы посещали и где разошлась Днепровская вода по Крыму, вы можете найти у меня на канале. Ну что, друзья, вот мы приехали, где Раздольненский рисовый канал заканчивается. Когда канал заканчивается, от него уже идут ветви. То есть прямо пошла Раздольненская ветвь, а это у нас, друзья, поворачивает в ту сторону Западно-Раздольненская ветвь. Как вы видите, они тоже с водой заполнены. Вода растекается по всем вот этим ветвям, каналам потихоньку по Крыму. Ну, давайте сейчас попробуем взлететь и чуть-чуть здесь заснять, чтобы было сверху более понятно, где что находится. Западно-Раздольненская ветвь идет мимо села Ручьи. Это ближайшее село от этого разветвления. И дальше будет Днепровская вода протекать мимо Раздольного. Ведь благодаря Днепровской воде на Крымском полуострове наладится выращивание риса, и поэтому фермеры получают воду в первую очередь. И хорошо видно, что нас окружают поля, которые нуждаются в поливе, ведь именно Днепровская вода поможет развитию сельского хозяйства в Крыму. При необходимости Западно-Раздольненскую ветвь можно перекрыть, но это делают обычно при заполнении рисовых чеков. И, кстати, информация для рыбаков. Рыба в каналах есть. Со слов рыбаков, предлагал им похвастаться своим уловом, а они, говорят, еще не поймали. Удивительное сооружение – это система крымских каналов, ведь до чего было все грамотно построено, что вода растекается по Крыму самотеком на многие километры. А теперь посмотрим Раздольненскую ветвь, и здесь начинается интересная система полива. Информации очень мало можно найти в интернете, как было раньше в Крыму, когда выращивали рис, но благодаря вашим комментариям я могу кое-что поузнавать, потому что многие из вас пишут, как оно было раньше. И поэтому будем записывать, как и что будет развиваться в Крыму. На Раздольненской ветви установлена насосная станция, которая и перекачивает Днепровскую воду в каналы, через которые вода поступает на рисовые чеки. Теперь нам осталось дождаться, когда фермеры начнут выращивать рис. А кстати, вы знали, что рисоводство одно из древнейших культур и начало свое берет из Таиланда. И первые следы про рисоводство были в середине 5000-летия до нашей эры. Теперь давайте разберемся, почему все-таки решили восстанавливать выращивание риса. Раньше в Крыму собирали более 80 тысяч тонн в год. И, кстати, в 2013 году Крым отметил 50-летие своей рисоводческой отрасли. И без орошения почвы, на которых крымский рис давал завидный урожай, превратились в мертвые земли, потому что на рисовых чеках ничего не вырастешь, кроме буряка, а без воды и буряк расти не будет. И вот вам ответ, зачем будут выращивать рис. И вот так вот сейчас выглядят рисовые чеки. Ну что, друзья, вот мы и выяснили, где заканчивается Раздольненский рисовый канал и что идет после него дальше. Конечно же, не забывайте, ссылочку на Яндекс.Дзен я оставлю в комментарии. Это на случай, если вдруг на территории России YouTube заблокирует, чтобы не пользоваться всякими VPN-ами и всякой ерундой. Можно будет на Дзене смотреть мои видео. Кому интересно, заходите и, конечно же, подписывайтесь. Друзья, всем огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии. И всем, друзья, мирного неба над головой, добра и мира. Друзья, до новых встреч в новых видео. Всем пока!